Я начала свой приход в российскую оппозицию в 2002 году, когда случился Нордост. Если до этого у меня было ощущение, что Путину надо дать шанс, что, может быть, он молодой еще лидер, и действительно он же заявлялся как демократически направленный лидер и вроде прозападный. Вот после этих событий в Нордосте я поняла, что все это не так, скорее всего, потому что все-таки для Запада человеческая жизнь чего-то достоит. А вообще-то она стоит очень много в западных странах. А для России путинской человеческая жизнь ничего не стоит. У меня, например, был случай, когда мой юрист, когда занималась коррупционным делом Шувалова, он, занимаясь параллельно моим делом, пригласил знакомого своего силовика на встречу со мной чисто в кофейне. Он говорит, просто послушай, что он тебе скажет. Этот мужик такой здоровый, молодой, не знаю, ни звания, ни имя, даже не помню. Он мне говорит, если вы думаете, Наташа, что мы вас будем... Как же он сказал, что с вами мы будем, что с вами поступим так же, как с вашей подругой Аней Политковской, то вы ошибаетесь. Вас замочат арматурой в подъезде. Все. Я сказал, спасибо большое за информацию. Хорошего дня. На то мы разошлись. Многие из них так же, как и мы сейчас, говорят в эти самые минуты. Донецк – это Украина. Пока они там, пока они верят, что Донецк будет украинским словом. Донецк – это Украина! Донецк – это Украина! Донецк – это Украина! А мы раскрасим этот мир, добавим в него цветов. Тебе солгали, тебя обворовали, тебя считают за дерьмо. Это же должно быть обидно. Ты должен выйти против этого и набить морду, если это отдельно взятый человек, да? Если это власть, ты должен против нее как-то, восстать. Но этого недостаточно для российского народа, как выясняется. Они по этой причине действительно не пойдут, даже если они прочитают, что, оказывается, вот такие-то, такие-то, там, рядовой такой-то, там, сержант такой-то погибли, у кого-то руку оторвало, да, в Украине, в той войне, в которой Россия, типа, не участвует. Нет, они после этого не выйдут на улицу. У меня нет иллюзий. То есть это не произойдет. Вот когда жрать будет нечего, когда в холодильнике все пуще, пуще и пуще, значит, все пустее и пустее, все меньше продуктов питания для детей в холодильнике и меньше, вот тогда они, может, что-то начнут уже как-то пересматривать. Я так это вижу, к сожалению, к большому своему сожалению. Я бы хотела, чтобы было иначе. Я бы хотела, чтобы российский народ вышел на улицу за свои права. А он выйдет за еду. Вот. Но он выйдет. Он выйдет. В этом я уверена. Душевно очень здесь находиться, потому что вот именно... Здесь был тот самый Майдан, который для нас очень много значит, потому что это было такое волеизъявление людей в такой самой своей чистой форме. И, к сожалению, пролилась кровь. И видеть вот эти вот места и возложение цветов там, где люди погибли, вот это особенно у меня каждый раз что-то внутри немножко обрывается. Понятно, что я желаю, чтобы здесь все было хорошо. И я еще хочу, чтобы у нас для россиян был пример хороший, положительный. Потому что уже разговор о том, что, видите, в Украине вот не срастается. Вот вы видите, как там и с коррупцией они не могут, ничего сделать, и иллюстрация у них не состоялась, и олигархи большинство там, где были, там и остались, и так далее. Вот эти разговоры, они, конечно, сильно нам вредят. И мы внутри оппозиции, вот один из последних раз, когда мы сидели вместе даже с Борей, тоже с Алексеем Навальным, с коллегами, мы об этом говорили. О том, что нам очень-очень нужен положительный пример здесь. Я хотів подякувати всім тим дончанам,
людям Донбасу, які тоді були на тому мітингу, на тому дуже важливому мітингу, на якому, на жаль, загинув наш побратим Дмитро. До речі, бачите, навіть символічно, що буває так. І хотів би подякувати всім мешканцям Донбасу, які зараз тримаються, які є сьогодні тут, які тримаються там, які, до речі, воюють. Бо багато хто розказує, що люди з Донбасу не воюють, так? Це неправда. Кожен з вас знає, що неправда, люди воюють, і, можливо, воюють навіть сильніше багатьох інших, тому що хочуть вигнати. Хотелось бы очень, чтобы украинский народ нашел в себе силы когда-нибудь простить Россию за то, что она сделала. Я не знаю, сколько это времени займет и вообще возможно ли это, но лично для меня и для таких же россиян, как я, это очень-очень важно. Потому что с этой болью в любом случае от того, что мы сделали, а мы несем ответственность все вместе, мы ее должны разделить, обязаны с Путиным. Мы будем с этим жить всегда. И очень хочется, чтобы когда-нибудь вы все-таки простили и, может быть, даже когда-то снова смогли России доверять, россиянам доверять. Очень бы этого хотелось. И простите нас, пожалуйста.